И всем привет, друзья, с вами снова я, Геймер. И что ж, медлить не будем, и у нас сегодня с вами рандомные уровни, это Cyber Action 1-2, да, их две части в одной идет. Начинаем. Ой, это не то, я вам показал секреточку, короче, если нажать 9 на клавиатуре перед стартом, то появляется вот этот вот странный уровень. Он пустой, и как я прочитал в интернете, это типа недоделанный бета-уровень. Вот, ну, на клавиатуре как бы всего лишь 10 цифр, от 0 до 9. Кстати, ну, я вам сейчас покажу, погодите. О, пол мёрзлый, поэтому очень скользко. Все, это серьезно, все, что написано. Верю. Тут еще один блок, да, и все. Ну, я просто посмотрю, это не рандомный уровень, просто интересно же, ребят. Посмотрим. О, да, тут все скользит, все падает, короче, тут ничего нет. Это невозможно пройти, окей? Тогда встретимся с вами уже на берегу рандомного моря. Что ж, нажимаем циферку 0 и погнали. Рандом. Уже веселое начало. Короче, тут все генерится рандомно, и причем без скриптов. То есть, перед вами может просто сгенериться яма, тут нет никаких алгоритмов, и вы ее не перепрыгнете. Но каждый раз уровень перерандомливается. Да. И тут, что и самое интересное, это то, что скрипты остаются основными. Тут вылетит этот чувак. То есть это сейчас первый мир оригинального Cat Mario, просто блоки разбросаны как попало. Опа, а вот этот меч интересная штука. Ты его берешь и умираешь, потому что нужна ровная площадка, чтобы завершить всю эту игру. Не, ну вы понимаете, да? Ну, как бы да. Игра издевается. Тут невидимые блоки, которые не было в оригинальном Cat Mario, естественно. Так, ну тут проскочить надо. Почти. Короче, это будет весело. Посмотрим, сколько мы пройдем. Потому что рандомится также и второй мир. Cyber Action 2, да? Так что посмотрим. Если слишком много времени займет рандом, то да. Главное не понимать софтвак. Потому что софтвак это... Интересно. Ладно, нажать я не могу. Софтвак это штука такая веселая. Вы не можете пройти дальше. Особенно в уровне замки. Там, где везде потолок. И, короче, софтвок может произойти в том случае, если у вас, например... О, я по облаку прошелся. Чекпоинт есть. You got a checkpoint. Тут неиспользованные блоки и всякая такая херня. Веселое то, что вы можете вот так вот идти, жить, да? А тут бах, и вас игра наказывает. Снизу стоит пружина, а сверху блоки. В оригинальной игре такого не было, и вы тупо застреваете. То есть, только перезагрузка игры. Так что, надеюсь, такого не произойдет. Естественно, тут был скрипт. На этих колобков, которые падают. Еще бы невидимых блоков убрать, так вообще бы... Дурак, что ли? Минус уши! Где невидимый блок? Я запрыгнуть хочу. Во! Ловушка Джокера. Окей, нам должно просто повезти. И да, кстати, перед флагштогом, перед самым финишем тоже может быть, ну как бы вам сказать, пропасть. Короче, нужно постоянно рандомить, как нам повезет. It's fine. Окей, это все более приобретает веселый характер. Педобир. Катабир. Мужик, уйди. А, мне еще перепрыгнуть надо. Точно. Прекрасно, почему оно полетело в другую сторону? Что происходит? Тут невидимые блоки, такого в оригинале не было. Ну, по крайней мере, невидимые блоки, на которые можно вставать. Это какая-то странная херня. Мы первый мир все еще пройти не можем. Охренеть, ребят. Хардово, но не так хардово, потому что тут такая штука веселая. Он, кстати, та самая злостная пружина. Отлично. Обманут. Фуф. Я прошел. Слушайте, неплохо для рандома.
И ничего, что я застрял, да. Все равно считается. Спасибо, автор, хотя бы за это. Что оно засчитывается. То есть неважно, застрял ты в блоке или нет. Оу, щет. Да, не дает просто зайти туда. Окей. То есть грипп остается. Все эти скрипты основные, ловушки, они остаются. Меняется только структура уровня. Structure. Оу, я одновременно умер, и звук вхождения в трубу остался. Кстати, я проверял за кадром, все эти вот лампочки одинаковые фразы говорят, как и в той игре. Прозрачный блок. Ну как в игре. Как в оригинальных уровнях. Вот, так что смысла читать их нет. Отлично. Пройдено. Слушай, довольно-таки шустро. Короче, самый прикол в том, что мы досрочно сможем закончить прохождение, если встретим ровную площадку и меч, который нужно взять из финальной игры. Из финального уровня. Веревки от замка. Так было в оригинале? Лоу, сменился бэкграунд. Интересно. Почему тогда он до этого не менялся? Не, ну, уровень с замком меня научил, что можно допрыгивать, да. Ой, пружина. Чтобы вы понимали, от чего я умер. Я наступил на пружину, но там были невидимые блоки, тупо стена. Я на максимум прыгнул в высоту. Я не виноват. Но музыка веселая. Иху. Оу, щет. Фух, невидимых блоков не было. Вы сейчас оглохнете, да, но... Извиняюсь. Чекпоинт. Отлично. Не смог, блин. Сколько грибов я еще впитал после этого. И да, под нами всегда появляется платформа, такая заботливая. Ну вы видите, да? Что это? Невидимые блоки из того самого глючного мира. Окей, как я должен был это проходить? Выглядит вообще как баг, если честно. Глич. Называйте как хотите. Санова глич. Херово дело. Нужна ровная поверхность, чтобы адекватно проходить вот эти штуки. Я смог. Воу. Hell yeah. Отлично. Окей. Переходим все эти ловушки, и тут должен быть ровный... Нет, плохой спаун. Я не смогу зайти. Да. Под нами блок должен быть, и я смогу тогда зайти. Ну да, мне просто не дают. Ладно, вот в этом проблема рандома, но... Жаль, конечно, автор по этому поводу алгоритм не прописал. Я вообще не уверен, что эту игру можно пройти. В втором мире. Что-то я затупил. Окей. Не, но тут я уже точно не пропрыгаю. Тут мне тупо не хватит разгона. Да, никак. Оу, щит. Отлично, спасибо, игра. Хороший. Не говори, что там невидимая стена. Где я вообще, ё? Белая штука какая-то, я на нее даже наступать не хочу. Или это блок просто? Надо было наступать. Аккуратно пропустим этого мужчину на ракете. Большой. Фух, тот чел задиспаунился, окей. Идиот! Как мне отсюда выйти? Помогите. Прекрасно. Умирайте как хотите. Не, я меч этот не возьму, идите нахер. Хотя и тут тоже ситуация такая себе. Ровно под блок, где нельзя увернуться. Окей. Спасибо, игра. Ну, вы понимаете, да? Любой блок может оказаться шипом. Опять этот забагованный мир, который я проходить не хочу. Юмы, вот вас еще больше можно сюда, нет?
Чтобы вообще еще веселее было. Ну, понимаете, да? Эта штука до миллиметра меня чуть не достала. Это как вообще? Интересная ситуация. Я потом как понял, а сначала не понял. Окей, это шанс. Хорош. Чисто на бок просчитал. Что нахер происходит вообще? Найс испытание, игра. Есть! Щет, он выпрыгнул. Вообще веселье. Можно еще больше невидимых блоков. Откуда я должен знать? Переиграл и уничтожил. Игра, не надо. Там пропасть. Окей, весело. Я бы даже если бы сверху пошел, все равно бы такая херня была бы. О, да ладно, серьезно? Факшток? Пожалуйста, игра. Неплохо для рандома, слушайте. Неплохо. Третий мир? Че, он еще хуже, да? Ну, конечно, дадут мне сейчас финал взять, ага. Смешно. Вот бы ровную поверхность. Чтоб меня не прижало экраном или другая какая херня. Я просто за кадром тестил. Но, как видите, с такой структурой уровней это невозможно. И автор знал это. Что происходит вообще? Нет, это облако не лжет. Ты серьезно? Бонус уровень, нахрен он мне нужен тут? Но я-то выживу, без проблем. Естественно, то облако на месте. Куда же оно денется? Пошли нахрен со своими ловушками. В этот раз облако не на месте. Оно что, там специально спавнится, да? Найс. Финальный фокшток находится... Ну, меч, да. В этом... В жопе какой-то, ну, бывает. Пожалуйста, только не шипы. Фух. Спасибо, игра. Блин, по-моему, это даже легче. Знаете, чем оригинальный Кэт Марио. Ну как, это оригинальный, просто режим такой интересный. Класс, там невидимый бог, который меня просто выкинул коллизией. Но я хоть взял чекпоинт. You got a checkpoint. Охренеть, еще больше пространства можно, не? Чтоб я пугался. Это, знаете, есть боязнь замкнутых пространств, а это наоборот. Потому что хрен его знает, что ожидать от этой ровной поверхности. Не, ну тут... Тут есть выход, я полагаю. Нет, нет выхода. А, не, нормально. Fuck you, игра. Fuck you. Взял. Отлично. О май гад. Ты серьезно? Блин. Не, там яма. Я бы не смог так. Печаль. Беда. Интересно, это на весь урок, нет? Ну откуда я знал? Найс спаун. Спасибо, игра. Спасибо. О, да ладно, конечно, ага. Так я и взял. Прям полетел, побежал. Ты серьезно? Можно еще больше невидимых блоков, мэн? Меня, по-моему, просто вытолкнуло. Я не нажимал вперед. Хорош. Не, мне не дадут допрыгнуть, похоже. Да. И до туда бы я не допрыгнул около одного блока. Меч еще этот...
Ну окей, тут были шансы. Хотя нет, я бы не соскользнул бы потом. Просто сверху по дефолту как бы спавнится эта дрянь. А вот тут уже шанс. Если тут нет какого-нибудь бока, который просто провалится, да? Слушайте, как будто специально, чтобы я сделал вот так. Меня эта игра удивляет. Не, я ведь прыгну наверх, да? Мне не дадут, похоже. А, ну там и яма, я бы не прошел. Окей. Замечательно. Еще лучше можно спаун? Давайте сразу пидобира сюда. Я только в полете осознал, что зря я прыгнул. Но нет, выжил. О, да ладно. Игра, пожалуйста. Да, я зашел туда независимо от высоты. Окей. Блока под... Слушайте, довольно-таки я шустер, да, сюда? Вот про это я говорю. Очень много блоков, и если я на пружину встану, то я просто застряну. Не смогу выбраться. Правда, зависит от структуры. Structure. А, да? Так оно значит, да? Прикольно, теперь такие блоки спавнятся в замке. Нахрен мне эти ваши монеты? Вот это я, конечно, испугался сейчас. Так, мне эта штуковина не нужна. Вы, мать вашу, серьезно? Зачем мне бонус уровень? Воу. А в замке всегда был бонус уровень, да? Отлично, теперь тут музыка не та. Давайте-ка умрем. Эй, больше не будет той музыки, серьезно. Печально, что-то перемкнуло, да? Отлично, хороший спаун. Да вы издеваетесь, мать вашу. Ну нет, я не поведусь. Я поверху пойду. Умный гору обойдет, а тут гора блоков и трупов. Забавно, да? Фух, по моим расчетам, да, это очень пригождается. Математика. И физика. Пожалуйста. Отлично. Ну, вы поняли, что произошло, да? Так. Так. Случайно, но это был шанс. Тут чисто скилл не зарешал, да? Уф, хорошо. Несколько блоков, и я бы прошел. Возможно, даже всю игру. Я не знаю, что этот меч дает. Если взять его. Типа на следующий уровень перескочу или реально финал игры. Просто тут как бы меч рандомится, и меня терзают смутные сомнения, что мне не дадут пройти последний уровень второго мира. Потому что по времени, в принципе, 19 минут записываю. А это очень хорошо даже. То есть я смогу еще и во второй мир, похоже, вложиться. Потому что я не уверен, есть ли в Cyber Action 3. Спасибо, чувак. Рандом уровни. Вы, мать вашу, серьезно? Так это непроходимо, да, все-таки? Ну-ка, давайте умрем и еще раз попробуем. Это как бы финал уровня, мне не дают ничего сделать. Может, по низу идти? Ну, типа, это странно, скрипт какой-то не сработал. Или что? Так, вот 3 огонька. Ну, тут бы я хотя бы допрыгнул, наверное, снизу разогнаться, да. Это возможно. Не, погодите, я не понял. Тут что, типа нельзя пройти все-таки, да? Печально будет. Интересное местечко. Похоже, нельзя пройти. Но я еще пару раз попытаюсь, конечно. Может, тут скрипт какой? Нет, типа финальная зона, тут что-то должно быть, да и... Нет ничего. Похоже, реально непроходимо. Либо я забагал, потому что, видите, у меня теперь мир постоянно спавнится не этот. Как бы вам сказать? Музыка, короче, от обычного мира. Скорее всего, я сломал скрипт. Я посмотрю потом на ютубе. Может, прошел кто-то хотя бы рандомный мир? Да, вазочка. Ну, похоже, это баг. Что ж, будем прощаться. А я сейчас посмотрю, кстати, в интернете. Да, ребят, прикиньте, я, похоже, забаговал. Потому что у челика там постоянно выпадал мир именно не такой, как у меня. Ну, иногда выпадал, но нет. Но там музыка не менялась с замка, и у него в конце все работало. Но перепроходить я не буду, по факту это финал.
А проходить второй мир тоже не вижу смысла, поскольку каждый раз рандомит все одинаково. Ну как рандомит все одинаково? Там немного другое все-таки. Так что будем с вами прощаться и уже будем переходить в следующей серии в Cyber Action 3. Но вы не расстраивайтесь, я типа прошел, вот. Это так и так был бы финиш. Так что да, всем пока.